Шашлыки с индейкой «Индилайт». Нежный румяный шашлык, сочные колбаски, яркие аппетитные стейки. Пользы со вкусом для всей компании. «Индилайт» – горячий гриль-сезон. Друзья, здравствуйте! Все мы слышали о конкистадорах. Это такие авантюристы, воины, люди, которые в 16 веке завоевали для испанской короны новые земли в Латинской и Центральной Америке. Ну, мы с вами же говорили о том, что хотелось бы на какие-то новые континенты двигаться, да, и в частности, когда я делал опрос, вы выбирали, что хорошо бы поговорить про Южную Америку и про Австралию. И вот мы начинаем наш разговор про Южную Америку. Прежде чем мы его начнем, я хочу напомнить, что алгоритмы YouTube изменились. Чем больше комментариев вы напишите к этому выпуску, плохих или хороших, это, как говорится, на ваш суд. Чем больше комментариев вы напишите, тем больше людей этот выпуск увидят. Ну и, конечно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нам это важно. Кроме всего прочего, хочу напомнить, что 30 августа состоится первый фестиваль моего журнала «Чтиво», где будет музыка, гастрономия, различные развлечения, а я буду 6 часов подряд делать публичные интервью с разными интересными людьми. Билеты по ссылке в описании. Скорее всего, вам будет это интересно. Кто такие конкистадоры-то эти? Это, в общем, разные люди. Это безродные преступники, обедневшие дворяне, люди, которые шли в неизвестность, чтобы разбогатеть. Можно сказать, что среди них были первооткрыватели, были жестокие убийцы, которые целые племена вырезали. Сегодня мы попытаемся выяснить, откуда пошла легенда о сказочно богатом городе Эльдорадо. Вообще он был, удалось ли его найти? Ну, слушайте, обо всем по порядку. Слово «конкиста» переводится с испанского как «завоевание». И оно связано с другим важнейшим периодом в истории Испании – реконкиста, или отвоевание, или освобождение на русском языке. Ну, откуда что берется? В двух словах. Пиренейский полуостров в 15 веке, накануне эпохи великих географических открытий. Несколько веков Пиренеи, вся нынешняя территория Испании, большая часть Португалии находится под властью мусульман. Католические короли сражаются за освобождение от мавров. Вот это та самая реконкиста, отвоевание. Ситуация начала меняться в 1469 году. Состоялся брак Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Объединились два самых сильных королевства на полуострове – Арагон и Кастилия. Мы об этом отдельный выпуск сделаем обязательно. Дальше под руководством этих католических королей испанские отряды стали отбрасывать мусульман дальше к югу, пока, наконец, в 1492 году не был взят последний оплот – Гранада. Крестовый поход закончился, а рыцари-то остались. В этот класс вояк входили авантюристы, которые жили за счет грабежей, за счет наемничества, мародерства. И этих людей вообще-то надо чем-то было занять, потому что дальнейшее пребывание такого количества военных в стране грозило социальным взрывом. А куда их деть-то? Ну и в соседнюю Францию же их не отправишь. Можно в соседнюю Португалию, но тоже католическая страна, что там, и грабить особо нечего. И второе следствие реконкисты – нехватка земель. И для дворян, и для крестьян. Вообще Испания бедная землей территория. Ну там наверху Баски, в Галисии хорошая земля, в Каталонии. А центр страны – это практически пустыня. Родилась новая социальная группа – это безземельные идальго, младшие сыновья рыцарей без наследства. Все эти люди, вот старший сын получает все, земли, замки, дворцы, а младший иди воюй, иди нанимайся на службу. И вот эти люди в дальнейшем составили основу класса конкистадоров. Изабелла и Фердинанд рассматривали несколько маршрутов испанской экспансии. В Северную Америку сунулись, там арабы, которые их дальше не пустили. Ну, ограничились испанцы захватом нескольких городов и крепостей. Западная Африка плотно под контролем Португалии. Португалия с 1461 года начинает режим полной секретности на свои маршруты, чтобы никто, не дай бог, не поплыл в Индию, не нашел какие-то новые территории. И тут появляется генуэзский моряк Христофор Колумб. У него супер идея – найти западный путь в Индию. Он в тот момент жил в Португалии, посещал Англию и слышал о существовании западных земель.
Португальцев в Индии интересовало не золото, а то, что было лучше золота, специи, особенно перец. Его доставляли в Европу с Малукских островов через Малайю, Индию и Египет. Затем сухопутным маршрутом к Средиземному морю. Путь этот под контролем пиратов, местных правителей. Пройти по нему непросто и дорого, но, несмотря на все препятствия, маршрут дико прибыльный. То количество перца, которое на азиатских островах стоило 1 дукат, в Европе уходило за 40 дукатов. Колумб был уверен, можно найти путь более короткий, более безопасный, более дешевый. И он переезжает в Испанию. 5 лет он, значит, стучится к Фердинанду Изабелле и все время говорит: денег нету. У нас тут война с маврами. Не представляется возможным. И вот падение Гренады и экспедицию решают делать. Ну, здесь небольшое отступление. Выпуск про инквизицию вы же, если не смотрели, то посмотрите, он на нашем канале есть. Торквемада, главный инквизитор и, в общем, духовник Изабеллы, придумал, где деньги взять на экспедицию Колумба. Разгромили еврейский квартал в Жероне. Вот оттуда деньги пришли. Долго ли, коротко ли, 3 августа 1492 года 3 каравеллы Санта-Мария, Пинта и Нинья вышли из испанского порта Палос де ла Фронтера. Так начинается эпоха великих географических открытий, эпоха завоевания Америки. Эта эпоха сделает Испанию крупнейшей и богатейшей империей на планете. Свое первое плавание, значит, Колумб открывает Гаити, Кубу. Там высаживаются первые конкистадоры. Кого же они видят? Они видят араваков, местных аборигенов. Колумб думает, что он открыл западный путь в Азию, и поэтому ошибочно называет эти территории Вест-Индией, а местных жителей – индейцами. Ну, конечно, они не были никакими индейцами. На островах конкистадоры знакомятся с табаком, но самое главное – обнаруживают дикое количество золота, которое хранилось на Испаньоле, так Колумб сначала назвал Гаити. Там же, в колонии Пуэрто-Навидад, происходит первое столкновение с местными. Испанцы ведут себя откровенно нагло. Они грабят, забирают золото, забирают женщин, насилуют их. Индейцы в ответ напали на форт и убивают 39 человек. Экспедиция возвращается в Испанию. Сенсация. Рассказывают о новых территориях, о золоте, о табаке, о невольницах. Второе плавание. 17 кораблей под руководством Колумба. Они становятся ядром испанского контингента в Карибском море. К экспедиции впервые присоединяется священник-миссионер. Здесь тоже важный момент, важное отступление. Понятно, что помимо колонизации новых земель, их же надо всех покрестить, они же там варвары. Но это такой, значит, соус, да, а внутри-то понятно, что церковь тоже хочет земель, хочет нового влияния на новых больших территориях. И центром всех этих новых колоний выбирается Испаньола. Там располагают резиденцию губернатора. Командиры экспедиционных отрядов получают новый титул, который называется «Аделантадо» или «Первопроходец». Этот титул получают конкистадоры, их так еще не называют пока, которых официально направили на исследование и завоевание новых земель. Вот парни вот в таких вот шлемах с мечами. Что этот титул дает важного? Он отличает тебя от независимого авантюриста или от пирата. Такими первопроходцами, например, были Фернандо Магеллан, Франциско Писаро. И вот в 1498 году происходит еще одно важное событие. Португальский мореплаватель Васко де Гама открывает восточный морской путь в настоящую Индию и доказывает, что обнаруженные Колумбом земли — это вообще другая территория. Все это дело резко подстегивает дальнейшие исследования. В 1502 году Колумб достигает берега Центральной Америки в районе Панамы. Тем временем Фердинанд и Изабелла назначают нового губернатора Испаньолы. Вместе с ним в Новый Свет прибывает 30 кораблей и 2500 испанских колонистов. Новый губернатор расширяет владение короны. Вместе с этим начинаются жестокие битвы с индейцами на Гаити, на Кубе, в Пуэрто-Рико. Ну, очевидно, да, что жесточайшие методы, простая математика. Когда испанцы прибыли на Гаити, коренное население насчитывало около 500 000 человек. За следующие 15 лет осталось 60 тысяч. Убивали, использовали на ужасающе тяжелых сельскохозяйственных работах, привезли с собой новые болезни из Старого Света и, в общем,
люди местные стали вымирать. По всем свидетельствам, испанцы чудовища настоящие. Ну, в качестве наказания, например, людям, которые что-то злоумышляли, а может, что украли, а может, просто так, отрезали индейцам конечности и в таком виде отправляли домой. Или наспор разрубали человека надвое. Или одним ударом сносили ему голову. Понятно, что все это делалось для устрашения, как написали бы учебники. То есть, чтобы воля индейцев к сопротивлению была парализована. Но мы же знаем, что маньяки, смотрите наши выпуски с Файбом совместные, маньяки маньячат же просто потому, что они психически нездоровы. И все вот эти издевательства, это, конечно, от того, что люди были злые, жестокие, необразованные. Я про испанцев сейчас есть что, а не про индейцев, которые получили власть над беззащитным местным населением, грабили его и насиловали. На этих территориях был введен институт, который назывался «энкомьенда» – покровительство. Что это такое? Предполагалось, что местные жители будут платить налог и выполнять различную работу, например, на рудниках. Изначально такое покровительство предполагалось, что свои обязанности будут и у колонистов. Например, они будут обращать индейцев в христианство и знакомить их с европейской культурой. Но вскоре почти повсеместно эта идея превратилась в крепостное право, а по-русски говоря, в рабство. Вообще вот а испанцы и вообще европейцы пиаром владели потрясающе во все времена. Это же как, вдумайтесь, да, энкомьенда, да, ты платишь налог за то, чтобы тебя учили европейской культуре, да, и обращали в христианство. Хотя тебе не нужна эта культура, и христианство тоже. Ну, а по факту тебя грабят, насилуют и заставляют обрабатывать землю в чужих интересах. Что было дальше? Испанцы начинают осваивать новые территории, двигаясь вдоль берега. Они пошли на береговые полосы Северной и Южной Америки, заходя со стороны Атлантики. Вглубь материка идти было страшно. Исключение было одно – экспедиция Нуньеса де Бальбоа. Это человек, который основал первый испанский город на американском континенте. Он же первым из европейцев преодолел Панамский перешеек, чтобы выйти к берегу Тихого океана. У Бальбоа был отряд 190 человек, среди которых был такой будущий герой этого выпуска Писаро, тоже легендарный конкистадор. Бальбоа написал королю, что нашел легендарную страну Эльдорадо. Ну, что такое Эльдорадо, вы, должно быть, слышали. Это легендарный мифический город в джунглях Южной Америки. Там золото, драгоценности, И в поисках этих огромных богатств конкистадоры снаряжали экспедиции и совершали значимые географические открытия. Но, давайте будем честны, Эльдорадо так никогда и не нашли. На континенте испанцы движутся по берегу, но есть же острова, например, Куба. Завоевали ее так же, как и Гаити. Как вспоминал один из участников похода на Кубу, кровь текла ручьями, как будто забили целое стадо коров. Завоеватели довольно быстро обжились на острове, заложили здесь столицу Сантьяго-де-Куба. Именно на Кубе восходит звезда 25-летнего Эрнана Кортеса. Это представитель небогатого, но знатного испанского рода. Сначала он помощник губернатора, комендант столицы. В Испании, в самой Испании, на континенте, в Европе в это время происходят серьезные изменения, которые полностью меняют политику Нового Света. В 1516 году умирает король Фердинанд. Ему наследует внук Карл. Еще 3 года спустя Карл становится императором Священной Римской империи. Это выборные должности, победа на выборах стоит огромных денег. И Карл рассчитывает вернуть эти деньги как раз за счет освоения, то есть ограбления заморских территорий. Осознание богатства Америки вообще к европейцам пришло во многом случайно. Кортес прислал Карлу в подарок несколько ацтекских предметов удивительной красоты. Император настолько впечатлился, что стал всюду возить их с собой. Вот как описывает эти подарки немецкий художник Альбрехт Дюрер. «Я видел вещи из новой золотой страны, солнце из чистого золота, луну из чистого серебра, всякого рода оружие, доспехи, чудесные щиты, одежду. Я радовался и удивлялся тонкой одаренности людей из далеких стран». В 1517 году испанцы высаживаются на побережье Юкатана. И там впервые сталкиваются с майя. Понятно, что новые экспедиции – вопрос времени. Главная экспедиция, ее возглавляет Эрнан Кортес. Его поход, по праву считается крупнейшей военной кампанией Испании в период завоевания Америки.
Кортес покидает Кубу 18 февраля 1519 года на 11 кораблях. В самом начале похода произошло, на первый взгляд, незначительное событие, которое сыграло на самом деле огромную роль. В одной из деревень он получил от местных жителей подарки – золото и 20 молодых женщин. Среди женщин девушка из знатного рода по имени Малинчи. Ее крестили и дали ей новое имя – Донна Мария. Она становится переводчицей Кортеса, его любовницей и вообще становится переговорщиком с ацтеками. В Мексике испанцы сразу столкнулись с жесткой религией ацтеков, которые приносили человеческие жертвы своим богам. Кортес яростно борется с язычеством, разрушает храмы, разбивают идолов, устанавливаются везде христианские символы. С другой стороны, на первых порах религиозность местного населения даже помогала завоевателям. Ацтеки принимали конкистадоров за богов, потому что испанцы были бородатые, белокожие, как индейский бог Кецалькоатль. Но вскоре о высадке и поведении испанцев узнал император ацтеков Монтесума. Посланец доложил ему о настоящих чудесах. Лошади, похожие на оленей, такие высокие, что достают до крыши. Или о собаках с огненно-желтыми глазами. Или о грохоте артиллерии, которая легко разбивает стены домов. Император в ужасе замолчал, а потом спросил, что же с нами будет? И тогда же Монтесума отправил Кортесу те самые подарки, которые потом доплыли до Испании и впечатлили Дюрера. Ну, здесь небольшое отступление, да. Вот испанцы во многих свидетельствах, летописях, да, они пишут, что какой кошмар, ужас вообще. И язычники людей в жертву приносят своим богам. Кецалькоатлю приносят младенцев практически, там в озерах топят девственниц. Ужасные люди, язычники. Мы же не другие, мы просто поэтому будем вырезать их всех, чтобы они не были язычниками. То есть это такая тоже супер лицемерная позиция. Ну и очень хорошо вот этот рассказ о конкистадорах идет в параллель с нашими выпусками про историю Романовых. Да? Когда мы говорили с вами про Михаила Федоровича, про Алексея Михайловича, вот сейчас 1517 год в нашем выпуске, то есть это еще за 100 лет до смутного времени, а уже вот такое расстояние. Европа, то есть Испания, как часть Европы, двинулась завоевывать новые территории в новом свете, а Россия пытается осваивать территорию, которая вокруг, потому что у России нет флота, у России нет никаких морских портов. Это во многом, да даже не во многом, а это, наверное, основное, что предопределило будущее. Вот есть морские державы, есть сухопутные державы. Просто интересно такое небольшое отступление, как в одном и том же веке существуют разные территории. Но вернемся к Монтесуме. Послы его передали испанцам следующее. Не идите дальше вглубь материка к нашей столице, к городу Теночтитлану. Иначе будет у вас ужасная кара небесная, мы вас встретим, и, в общем, войной на вас пойдем. Ну, Кортесу, конечно, совершенно все равно было. Он очень скоро понял, что ацтеками-то недовольны многие другие племена, а значит, будут союзники у испанцев. Меж тем, среди самих испанцев неожиданно созрел раскол. Часть из них, часть конкистадоров, считала, что действия Кортеса выходят за рамки полномочий, которые предоставил губернатор Кубы. И вообще-то это все похоже на мятеж. По мнению этих людей, цели экспедиции давно достигнуты. Сведения о новых землях и их обитателях получены? Получены. Языческие идолы сброшены? Сброшены. Добычи много? Много. Надо на Кубу возвращаться. Кортес, конечно же, не хотел воевать со своими солдатами. Он повел себя хитро и в то же время очень решительно. А именно, он предложил соратникам не ограничиваться разведкой, а захватывать территории и строить новые испанские города. Буквально завтра каждый из вас губернатор. А заодно приказал посадить корабли на мель и снять с них паруса и орудия. Ну, чтоб ни у кого не возникло искушения бежать. После этого Кортес пошел походом на столицу ацтеков. В августе 1519 года экспедиция выступила из города Веракрус, который был основан на побережье Мексиканского залива. 300 испанцев и около 800 индейцев из племени Тотанаков. Позднее к Кортесу присоединились еще в районе 10 тысяч воинов из других племен.
В октябре Кортес вошел в город Чолулу, это второй по величине город, он был городом-государством Центральной Америки. Там проживало ни много ни мало 100 тысяч человек. И там же была крупнейшая по объему пирамида в Америке, высотой 55 метров. Сам Кортес писал, что здесь против конкистадоров был составлен заговор. Местные жители решили внезапно напасть и перебить всех испанцев. Узнав об этом, Кортес устроил жесточайшую резню. Она длилась 2 дня. Испанцы не только убивали жителей, но и, конечно, грабили город. По оценке современников, общее количество жертв Кортеса вот в этой резне погибло 6 тысяч человек. Сам Кортес позднее об этом вспоминал неохотно. Но так или иначе, он показал Монтесуме свою силу и готовность идти до конца. 8 ноября 1519 года испанцы без сопротивления вошли в столицу. Жители города со страхом смотрели на этих всех всадников, на конях, в доспехах, на пехотинцев, у которых мечи наголо, и с ними шли тысячи воинов из других племен, которые пушки за собой тянули. Но, надо сказать, удивление было взаимным. Участник похода Берналь Диас в дневниках написал следующее. Толкотня была невероятная. С улиц, крыш, балконов, с лодок в нас впились тысячи глаз. Наше ничтожество осознавалось все сильней. В этот период в городе могло проживать до 1 миллиона человек, что делало его, скорее всего, крупнейшим на планете. Столица была перерезана каналами, по которым плавали огромные каноэ. Испанцы сравнивали этот город с Венецией, только намного больше и намного богаче. При встрече вождь Монтесума проявил гостеприимство и щедрость. Он подарил Кортесу золотые украшения. И вы знаете, первое время испанцы вели себя как обычные туристы. Ходили по городу, восторгались, ой, какие пирамиды вот здесь красивые, какие девчонки красивые, золота много. Жили они во дворце одного из бывших правителей, были окружены уважением, которое, конечно же, было продиктовано страхом. Вся эта песня продолжалась недолго. Пока Кортес не получил новости из Веракруса. А новость такая. Ацтеки напали на гарнизон. Испанцы понесли серьезные потери. И тут Кортес решается на наглейшую авантюру. Он требует встречи с Монтесумой и обвиняет императора в вероломстве, а затем берет его в заложники в собственном дворце. И ацтеки, вы знаете, не дают испанцам никакого отпора. И вот эта ситуация ни мира, ни войны установилась на следующие полгода. Но потом Кортесу пришлось покинуть столицу, чтобы подтвердить свой статус правителя новых территорий. Он поручает своему офицеру Педро де Альварадо остаться, следить за обстановкой и охранять Монтесуму. В помощь Кортесу ему оставляет 80 солдат. Вообще, надо сказать, что это решение самое неудачное за всю экспедицию. В отсутствие Кортеса вечер перестал быть томным, и во время религиозного ацтекского праздника началась кровавая потасовка. Причины каждой из сторон потом будет объяснять по-своему. Испанцы скажут, что пытались предотвратить ритуальное жертвоприношение. Индейцы обвинят гостей в том, что они пытались ограбить участников церемонии. Так или иначе, началась резня, в которой погибло около 400 индейцев. Это вызвало взрыв недовольства. Ацтеки начали готовиться к войне. Когда Кортес вернулся в город, Монтесума уже потерял всякое влияние на своих подданных. Он был убит во время выступления 30 июня 1520 года, когда пытался собственных подданных успокоить. Причем оставалось неизвестно, а кто его грохнул-то вообще, ацтеки или испанцы. И вот следующая ночь вошла в историю Мексики как ночь печали. Кортес покидает город. Ацтеки нападают на отступающих испанцев. Индейцев во много раз больше, чем захватчиков. Погибли более 900 конкистадоров и большое число их союзников. А самое главное, все золото, которое они награбили, пропало. После этого у Кортеса 350 солдат. Кроме того, ухудшается положение в тылу. Кубинский губернатор Веласкес очень хорошо помнил, что Кортес вообще-то самовольно решил пойти в поход на столицу ацтеков. И он начал плести интриги против конкистадора, чтобы вообще отнять у него всю власть на новых землях и выставить изменником в глазах короля. Тогда всем казалось очевидным, что план захватить огромную империю малыми силами окончательно провален. И тут Кортесу помогают два обстоятельства. Первое, это, конечно, его решительность, его стальной стержень.
А второе обстоятельство – это оспа, которую привезли в Мексику испанские моряки. Болезнь выкашивала индейцев целыми деревнями. Много смертей было в столице. Умирали в том числе люди и знатные, военачальники умирали. Оспа, например, быстро свела в могилу преемника Монтесумы, который правил всего 80 дней. Кортес в это время усмирил восставшие области, построил десантный флот, и к концу весны 1521 года он был готов снова штурмовать столицу ацтеков. Штурм начался 30 мая того же года. Испанцы трижды доходили до центральных районов столицы, но ацтеки каждый раз отбрасывали. Теряя солдат, Кортес берет город в осаду и начинает его расстреливать из пушек. Дальше среди защитников начинается голод. И 13 августа молодой император Куаутемок начал переговоры о капитуляции. Но безуспешно. Вскоре город Теночтитлан был полностью разрушен. Вместе с ним империя ацтеков перестала существовать. Известия из Нового Света добирались до Европы долго. Вообще, довольно долго Карл просто тупо не интересовался событиями в Мексике, не до этого было. Было много европейских дел. В Кастилии были городские восстания, в Германии, а он же был еще императором Священной Римской империи, начинается религиозная реформация, а золото, отправленное в Испанию из захваченной столицы ацтеков, перехватили французские пираты. В этот момент испанцы вспомнили про сокровища, которые пропали в ночь печали. Кортес приказал пытать Куаутемока и других знатных ацтеков. Ну, он думал, что, конечно, они расскажут, как они покрали и где золото спрятали. Но тайна сокровищ так и осталась нераскрытой. Надо сказать, что интрига губернатора Кубы не удалась. В октябре 1522 года Карл V подписал указ о назначении Эрнана Кортеса губернатором, генерал-капитаном и верховным судебным исполнителем в Новой Испании. Так Кортес стал практически самостоятельным правителем над огромной территорией. Исследователи спорят, вообще было у него желание независимое государство построить? Скорее всего, нет. Все-таки Кортес был роялистом, и земли-то он завоевывал для испанской короны. Вместе с тем, как правитель с большими полномочиями, он, конечно, присвоил себе право земли эти распределять по своему усмотрению. Земли могли получить только те, кто непосредственно участвовал в завоевании. Кроме того, Кортес ввел квоты на обязательное производство продуктов, как привозных, например, виноград и пшеница, так и местных. Маис, томаты, перец. Также он ввел политику сегрегации, которой потом последуют и другие колонии. Испанское население могло располагаться только в городах. Причем в Мехико испанцам выделили земли под жилые кварталы, за пределами которых жить было запрещено. Цели этого чисто политические. Кортес не допускал возникновения диких колоний, которые бы оказались вне его контроля. Одной из главных целей Кортеса было обратить индейцев в христианство. Сегодня историки оценивают его действия по-разному. Одни считают, что индейцам насаждали веру в Христа довольно жестокими средневековыми методами. Ну, так, наверное, оно и было. Разрушали старые храмы, людей пытали, жгли на кострах. Ну, в общем, все, чем занималась испанская инквизиция. Другие историки уверены, что, во всяком случае, на первых порах священники и миссионеры действовали довольно мягко. Читали молитвы на местных языках, жили среди новой паствы, что достаточно рискованно было. Так или иначе, к 30-м годам XVI века следов присутствия цивилизации ацтеков в Мексике почти не осталось. Вот такая гуманитарная миссия. Сразу после завоевания Мексики офицер Кортеса, тот самый Педро де Альварадо, отправился покорять Гватемалу. Там он встретился с племенем майя. Вел себя, конечно, привычно, ну то есть как, крайне жестоко. Деревни сжигали, жителей терзали псами. В целом вообще завоевание Гватемалы, о котором известно меньше, чем о завоевании Мексики, стало одним из самых зверских в истории конкисты. Опять же, убийства, болезни и массовая резня. В ноябре 1526 года в Гранаде, во дворце Альгамбра, состоялся Королевский совет по делам Индии с участием Карла V. К этому моменту он начал уже внимательнее относиться к этой части своих огромных владений. Буквально за несколько дней до совета Карл получил от Кортеса весомый подарок – 60 тысяч песо. Но эта сумма вообще превосходила все ожидания императора. В тот момент ему нужны были деньги,
чтобы защитить Австрию от турок. На повестке дня снова стал вопрос о поиске короткого западного пути к островам пряностей. За обладание этими островами Испания уже долго спорила с Португалией. И вот открытие нового маршрута, безусловно, обеспечило бы Испании преимущество. Кортес был уверен в существовании водного прохода между огромным массивом неизученной до конца суши. В том месте, как раз, где сейчас Панамский канал находится. Пролив, впрочем, он так и не нашел. Но в 1527 году сумел снарядить 3 корабля с Тихоокеанского побережья Мексики, один из которых добрался до Филиппин. Путешествие, впрочем, оказалось неудачным, и о специях Испании пришлось на какое-то время вообще забыть. Еще немногим позже Кортес предпринял ряд экспедиций в Тихом океане. И в ходе одной из них он открыл новые земли в Северной Америке и назвал их Калифорния. И на этом его история заканчивается, потому что на исторической сцене появляется новая звезда. Величайший конкистадор Франциско Писаро. Биография его достаточно типична для той эпохи. В отличие от благородного и все-таки образованного Кортеса, Писаро – бастард, незаконно рожденный сын бедного дворянина. В юности перепробовал множество профессий. Работал среди крестьян свинопасом, стал наемником. В начале 16 века Писаро оказался в Новом Свете и участвовал в завоевательных экспедициях. В том числе в основании Панамы он участвовал. Эта небольшая колония в Центральной Америке стала отправной точкой для дальнейших испанских завоеваний на юге. Именно оттуда, в середине 20-х годов 16 века, Писаро и его друг Диего де Альмагро выходят в поисках Эльдорадо. Они идут вдоль побережья Тихого океана, и на территории современного Перу находят еще одну империю – инков. Выпуск был у нас на канале об этой империи. Империя инков по своему могуществу совершенно не уступает цивилизации ацтеков. Интересно, что эту экспедицию Писаро организовал за свой собственный счет. Губернатор Панамы совсем не горел желанием поддержать его авантюру. Ну что там, малограмотный, незнатный конкистадор, куда-то там прется, бог знает куда. И вот Писаро поставил на карту все. В случае неудачи, он стал бы банкротом, а то, может, и убили бы его. В 1526 году он с трудом набрал 160 человек и отплыл на 2 судах. В ходе плавания родилась известная легенда. Когда экипаж уже был готов поднять бунт из-за голода, из-за долгих поисков земли, Писаро начертил на песке линию и сказал примерно следующее. По одну сторону лежит Перу с богатствами и славой. По другую – Панама и бедность. Выбирайте. Что касается меня, я иду в Перу. Вместе с ним черту перешли всего 13 человек. Не для всех встреча с инками закончилась благополучно. 2 представителей Писаро доставили лично к правителю индейцев Атауальпе. Допросили, а затем, я даже не знаю, как их допрашивали, языка все не знали, а затем просто принесли в жертву богу Виракоча. Писаро тем временем вернулся в Испанию и доложил о своих успехах. Карл V его поддержал. Он пожаловал конкистадору дворянский титул, звание Аделантада и должность пожизненного губернатора Перу. Свою награду получил и друг его, Диего де Альмагро. Ему досталось почести куда меньше, но, тем не менее, все-таки его отблагодарили. Но это неравенство приведет к конфликту между 2 конкистадорами. Мы к этому еще вернемся. Пока на дворе начало 1531 года. Писаро на 3 кораблях выходит из Панамы и отправляется в следующую экспедицию, чтобы завоевать империю инков. С ним 180 человек. По дороге к его отряду присоединяются новые союзники. Племена, которые недовольны инками. Испанцы появились в Перу в удачное для себя время. Империя охвачена гражданской войной, воюют местные племена. Инки заняты борьбой за престол, и на появление 180 чужаков никто внимания не обращает. И вот эти 180 человек, посмотрите на карту, на краю огромной империи инков, от Перу до Аргентины. Как будто бы угрозы-то нет от них. Писаро действует в той же манере, что и когда-то Кортес. В окружении 1000 врагов его могли спасти 2 вещи – железная дисциплина и симпатии местного населения. Все полученное золото и серебро тут же переплавляли в слитки и отправляли в Панаму, чтобы не было скандалов при дележе. Через полгода после высадки испанцы достигли города Кахамарка. Здесь произошло решающее для экспедиции событие. В
подчинении конкистадора в этот момент 170 человек. В то же время армия правителя инков Атауальпы насчитывает не меньше 45 тысяч воинов. Совершенно понятно, что, Люся, нам конец. 45 тысяч и 180 испанцев. Просто испанцев снесут. И тогда Писаро идет на хитрость. Сначала он приглашает императора индейцев на переговоры и рассчитывает надавить на него простыми трюками. Типа пистолет показать, пушку, лошадь. Но индеец остается хладнокровен и даже приказывает казнить тех подчиненных, которые все-таки испугались ружей. Но развязка наступает 16 ноября 1532 года. Правитель инков в сопровождении 7 тысяч воинов входит в Кахамарку. Внезапно из засады на них набрасываются испанцы. Конкистадоры облачены в сталь, они скачут на лошадях. Индейцы в то же время вооружены, дай бог, дубинками и дротиками. Никаких доспехов нет. Да, инков гораздо больше, но они вообще ничего не могут оказать, никакого сопротивления. Начинается битва, а точнее резня, которая продолжается 2 часа. Императора инков берут в плен. 5000 его воинов были убиты. Вот смотрите, что такое современное оружие. Казалось бы, огромный такой разрыв, 45 тысяч, потом 7 тысяч, да, все 7180 человек, это, совершенно разные величины. Но у них есть огнестрел, у них есть пушки, и вот уже никакие индейцы ничего сделать не могут. Писаро не потерял ни одного солдата. Историки считают, что всего одна битва позволила конкистадору завоевать государство с населением от 6 до 10 миллионов человек и взять в плен его императора. Ни до, ни после в истории никогда не было такой впечатляющей победы. Во дворце инков испанцы обнаружили впечатляющий багаж. 80 тысяч золотых песо, 7 тысяч марок серебра и драгоценных камней. Заметив их восторг, индеец предложил Писаро легендарный выкуп за свое освобождение. Он сказал испанцу, что готов заполнить драгоценностями комнату, в которой его держали. Считается, что комната эта сохранилась до наших дней. Ее площадь 35 квадратных метров, а высота 2,5 метра. Писаро сказал: что ж, пожалуй, давай договоримся. Полгода индейцы собирают драгоценности. Испанцы уже подумали, что какой-то подвох, но в мае 1533 года наконец привезли выкуп и начали его переплавлять в слитки. На выходе конкистадоры получили, это невероятные деньги, 1 миллион 260 тысяч золотых песо и 52 тысячи марки серебра. Для понимания, это 6 тонн золота. В пересчете на наши деньги вот эти испанские наемники, вчерашние безземельные люди, необразованные, но имеющие стальную отвагу, ограбили страну на $500 миллиарда. Около 60 тысяч песо Писаро забрал себе, что в один момент сделало его богатейшим человеком не просто, наверное, Испании, а, наверное, всей Европы. Интересно, как все это богатство повлияло на жизнь обычных солдат. Ценность золота в их глазах сильно упала. То есть буквально денег стало так много, что их просто перестали считать. Писаро хотел продолжить поход и отправился дальше, в столицу империи, город Куско. В этот момент он принимает одно из самых жестоких решений в своей жизни. Хоть испанец и получил выкуп, отпускать императора инков он не стал. Более того, он решает его казнить. Атауальпу обвиняют в стандартном наборе преступлений: узурпации власти, жертвоприношениях, язычестве и мятеже. Против кого, интересно? Наспех собранный суд приговорил его к смерти. Императора планируют сжечь, что для инков немыслимо, потому что они верят в бессмертие и переселение душ. Индеец соглашается принять христианство в обмен на смену вида казни. На этот раз Писаро его не обманывает. 26 июля 1533 года император инков был публично задушен гарротой на центральной площади Кахамарки. Существует легенда, что перед смертью император проклял испанцев. И действительно, большая часть участников экспедиции в дальнейшем погибла от голода, болезней, от рук индейцев или в междоусобицах. О том, как богатство повлияло на будущее Испании, мы еще поговорим.
Но пока достаточно сказать одно. Экспедиция Писаро вызвала в Испании настоящий фурор. В Перу устремились новые конкистадоры. Губернаторы островных колоний докладывали императору Карлу: ни один испанец не останется здесь, если только мы его не свяжем. В августе 1533 года испанцы выступили походом на столицу инков, город Куско. Их сопровождал новый император инков. Судя по всему, он выступал простым прикрытием для похода завоевателей по вражеской территории. Но вскоре он умер. Возможно, отравили его. Так или иначе, испанцы сохраняли марионеточных правителей инков следующие 40 лет, пока окончательно не укрепили власть в Перу. 15 ноября 1533 года Писаро заходит в Куско, не встретив никакого сопротивления. Вот как описывают город современники. Это был величайший, самый великолепный из всех городов, которые когда-либо мы видели в Индиях. Он был украшен таким количеством прекрасных зданий, что даже в Испании выделялся бы среди прочих. Во времена расцвета империи Куско населяли 200 тысяч человек. То есть для своей эпохи это город, равный населением Лондону или Парижу. Конкистадоры приводят всех жителей столицы к присяге Карлу V, захватывают огромное количество ценностей. Императору отправляют множество дорогих подарков, включая статуи, выполненные из 30 килограмм чистого золота. Ну, что хочется сказать. Вот я уже говорил об этом в выпуске про майя и про инков. Удивительно, что такие цивилизации, построившие пирамиды, такие города, знавшие медицину, астрологию, астрономию, не смогли создать никакого оружия, и их вот эти бродяги захватили просто, не затратив ни одной калории. Подчинив Перу, испанцы планируют новую экспансию на север и на юг, то есть в Эквадор и в Чили. В Эквадоре один из соратников Писаро встречает Педро де Альварадо, приятеля Кортеса и покорителя Гватемалы. Оба отряда ищут легендарное Эльдорадо и буквально чуть не убивают друг друга. Тем временем в Перу прибывает все больше и больше колонистов. Перевозить их в горный город Куско довольно сложно. И вот 18 января 1535 года на побережье Тихого океана Писаро закладывает новую столицу – Лима. Этот город станет центром испанских колоний в Южной Америке. И вот так бывший наемник получает от Карла V титул маркиза. Кажется, что Писаро достиг наивысшей власти и наивысшего могущества. Он управляет огромной страной. Но не все инки смирились с потерей своей империи. В тот момент верховным вождем был Манко Инка Юпанки. В конце 1535 года он решает поднять восстание. Его поддерживает местная знать. Он собирает огромную армию, десятки тысяч индейцев. Он окружает Куско. Против него стоит испанский гарнизон, 190 человек, среди которых 80 всадников. Вместе с ними несколько тысяч индейцев из других племен. Начинается осада. Испанцы занимают одну из наиболее укрепленных крепостей. Время от времени они совершают вылазки и пытаются запугать врага. Проявляют невиданную жестокость. Например, убивают всех захваченных женщин. Осада продолжается 10 месяцев. В конце концов, Манко понимает, что город взять ему не получается. К тому же к испанцам подходит подкрепление. Инки снимают осаду Куско и уходят в горные районы Анд, где будут править до 70-х годов XVI века. Постепенно государство инков окажется полностью стертым с лица земли. Что происходит в Перу? В какой-то момент там буквально вспыхивает гражданская война между испанцами. Диего де Альмагара решается воспользоваться восстанием инков и захватить Куско самостоятельно. Но терпит поражение в решающем сражении и отправляется на виселицу. 6 лет спустя, в 1541 году, уже сын Альмагра организовывает заговор против Франциско Писаро. 12 вооруженных заговорщиков входят в дом уже старого конкистадора. Писаро встречает врагов с мечом в одной руке и с кинжалом в другой. Он мужественно бьется, ранит нескольких нападавших, но в конце концов его закалывают. Впрочем, его смертью покорение Южной Америки не закончится. Чуть раньше, в 1535-м, Карл V
отправляет в Южную Америку новую экспедицию. Ее возглавляет Педро де Мендоса. Корабли Мендосы дойдут до современной Аргентины, где конкистадор основывает несколько поселений. Одно из них – будущий Буэнос-Айрес. Другое – будущая столица Парагвая Асунсьон. В конце концов, под натиском индейцев испанцам, конечно, приходится отступить, сесть на корабли и отплыть на родину. Мендоса умрет в море, а земли эти вернутся к испанской короне только 40 лет спустя. Колумбию тогда так не называли ее Новой Гранадой. Первое колумбийское побережье исследовал итальянец Америго Веспуччи в 1499 году. Несколько лет спустя неподалеку проплывал Колумб во время своего последнего путешествия на Новые Земли. Испанцы пришли сюда в поисках все того же Эльдорадо, но довольно долго местные индейцы отражали их попытки проникнуть вглубь страны. И вот только в 30-е годы 16 века нескольким экспедициям удалось продвинуться вглубь от побережья. Руководитель одной из этих экспедиций, Гонсало Хименес де Quesada, провел в тропических джунглях 8 месяцев. Вместе с соратниками он раз за разом дрался с туземцами, но в конце концов его усилия оправдались. В августе 1538 года Quesada обнаружил процветающее государство народа Чипча. Здесь, в живописной долине, на месте индейского поселения Бокота, он основал город Санта-Фе-де-Богота, который впоследствии стал столицей Колумбии. К большому разочарованию испанцев они здесь, конечно, никаких огромных запасов золота не нашли, но кое-что все-таки обнаружили. Добыча составила около 200 тысяч песо чистого золота и почти 2000 изумрудов. Кстати, до сих пор земли Колумбии богаты изумрудами. Стоит отдельно поговорить о легендах и фактах, которые касаются индейских сокровищ. У Чипча был такой обычай. Вождя племени обмазывали глиной и посыпали золотым песком, пока он не превращался в золотого человека. Затем он купался в священном озере, смывая с себя золото. Интересно, что по-испански «золотой человек» звучит как «El hombre dorado». Считается, что именно из этой истории родилась легенда об Эльдорадо. Испанцы об этом обычае знали и подозревали, что индейцы спрятали большую часть своих драгоценностей в том самом священном озере. В конце концов, озеро под названием Гуатавита нашли в Колумбийских горах. Попытки его осушить или хотя бы добраться до дна провалились. За следующие несколько лет Quesada и его соратники расширили свои владения. Захваченные земли они назвали Новое Королевство Гранада. В это королевство входили территории современных Колумбии, Венесуэлы, Панамы и Эквадора. А началось все со слуха об обряде Золотого Человека. Удивительно, как Пабло Эскобар об этом не слышал. Он бы вполне себе за свои деньги в 20 веке мог себе позволить таких обрядов делать по 5 в день. Но это, правда, другая уже история. Про Эскобара у нас есть выпуск на канале. Если вы его еще не видели, посмотрите. Еще одно важное имя в истории конкисты – Эрнандо де Сота. Один из самых активных сподвижников писаров Перу. Человек этот сделал несколько важных открытий в Северной Америке. В мае 1539 года он высадился на берегу Флориды. С ним 6 сотен солдат. Экспедиция его ищет золото. В то время среди переселенцев Нового Света ходила легенда о 7 городах, якобы расположенных на севере континента. И в городах этих, естественно, было полным-полно сказочных сокровищ. Конкистадоры отправились на их поиски, но уже в самом начале столкнулись с местными индейцами. После ряда ожесточенных сражений испанцы потеряли 2/3 своего отряда. Но де Сота и его люди не сдались. Они прошли по территориям современного Арканзаса, Оклахомы и Техаса. И первыми из европейцев вышли на берег крупнейшей реки континента Миссисипи. И вот экспедиция уходила все дальше и дальше на запад, собираясь выйти к побережью Тихого океана. Но они даже близко не понимали, сколько им еще идти. Вместе с этим они никакого золота не находили, а продвигаться-то все сложнее и сложнее. В мае 1542 года де Сота умер от лихорадки. А остатки экспедиции с большим трудом вернулись в Мексику лишь год спустя. Никаких богатств они с собой не привезли. Впрочем, у этой авантюры оказались неочевидные последствия. По ходу экспедиции от испанцев сбежали несколько десятков лошадей, которые положили начало североамериканской популяции знаменитых мустангов. В дальнейшем они расселились по всему континенту и стали одним из символов Америки.
В результате всех этих завоеваний Испания за каких-то 50 лет получила огромную территорию на 2 континентах. Общая площадь новых земель составила около 10 миллионов квадратных километров, тогда как площадь самой страны, Испании, всего около 500 тысяч. И все это стало возможным благодаря усилиям испанских солдат, которых за все время конкисты набралось чуть больше 10 тысяч человек. Эпоха покорения Америки открыла для небогатых дворян и безродных авантюристов совершенно невероятные перспективы. Вот уж воистину, кто был ничем, тот станет всем. Эти люди смогли разбогатеть, получить дворянство, титулы, стать частью новой испанской элиты на только что завоеванном американском континенте. Но время конкистадоров постепенно подходило к концу. Большинство из них погибли в борьбе за власть и золото. Вопрос управления новыми колониями был делом совсем других людей, политиков и чиновников, государевых служащих, бюрократов. Именно поэтому знаменитый Кортес тихо окончил свои дни в Испании, так и не вернувшись в Мексику. Конкистадоры стали одними из основных персонажей испанской черной легенды. Я вам рассказывал об этой легенде и в выпуске про испанскую инквизицию, и даже в выпуске про гражданскую войну в Испании. Франциско Франко распорядился все книги по черной легенде уничтожить и издать новую книгу «Белую легенду Испании», которая бы оправдывала действия испанской короны. Очень коротко, противники Испании обвиняли испанцев в звериной жестокости и непомерной жадности. Согласен с противниками испанцев. Что, в общем, совершенно от правды недалеко, как вы можете теперь судить. По оценкам ряда исследователей, после испанского вторжения население отдельных регионов Америки сократилось на 90%. Но вот что ведь удивительно, награбленное золото так и не принесло пользы ни солдатам, ни самой Испании. За 150 лет испанцы награбили какое-то невероятное количество золота. Больше половины от того объема, что на тот момент хранилось во всей Европе. Все-таки не просто так 16 век назвали «золотым веком Испании». Но вот за этим быстрым обогащением, конечно, последовал стремительный экономический взлет и тут же спад, который, в общем, страна переживала до начала 90-х годов 20 века. Огромное количество американского золота обрушило стоимость этого золота на европейском рынке, взвинтило инфляцию, не говоря уже о том, что значительная часть этого золота ушла на финансирование бесконечных военных кампаний испанских королей. Что было дальше? Сократился объем трудоспособного населения, потому что тысячи здоровых мужиков при первой же возможности валили в новый свет, грабить. Остальная Европа, в частности Англия, развивала промышленное производство. А Испания сидела на этой золотой игле. И все это золото вывозило и меняло, значит, на всякие блага. На механизмы, на драгоценности, на гобелены, картины. В конце концов, главное преимущество Испании – могущество на море – закончилось. Другие европейские державы – Англия, Франция – начали грабить золотые конвои. И вот эта огромная империя, которая как на дрожжах выросла на награбленном золоте, империя, которая вот уж воистину почивала на лаврах, которая не сделала ничего, чтобы войти в новый век, в век мануфактур, в век промышленной революции, эта империя медленно, как вот этот вот замок на песке, осела. И в этом смысле проклятие Монтесумы, наверное, сработало. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрите уроки истории. Ставьте лайки, пишите комментарии. Даже если вам этот выпуск не понравился, пишите критику, мы с удовольствием читаем. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч.